Миллионы лет назад горячая лава, прорываясь из глубин Земли, заставила кипеть воды океана и, наконец, бесформенной массой выплеснулась наружу. Примерно в 1500 километров от европейского побережья в Атлантическом океане над поверхностью воды появился архипелаг из 9 островов. Самый большой из них достиг высоты 2300 метров. Горообразовательный процесс, начавшийся 15 миллионов лет назад, полностью не завершился до сих пор. Полвека назад горячая лава вновь выстрелила в небо. Снаружи бесформенные скалы шлифуют ветер и волны. Мощные кратеры напоминают о бурной молодости архипелага. Это кальдеры, из которых выливалась магма, формирующая лунный пейзаж островов. Архипелаг расцвечен зеленью, однако первооткрывателям он показался негостеприимным. Суровые черные скалы, омываемые водами Атлантики, не вызывали желания остаться здесь подольше. Для скитающихся по океанам моряков острова были удобной остановкой в пути, но на протяжении долгих веков никто не селился здесь надолго. Девять островов в Атлантическом океане расположены примерно на 40 градусе северной широты, так же, как и Сицилия, но окружающая Азоры стихия совсем не похожа на Средиземное море. Температура воды здесь весьма приятна. Острова омываются теплым течением Гольфстрим, благодаря чему купальный сезон длится почти полгода. Как и сотни лет назад, архипелаг остается удобной базой для плавания через Атлантику. Сегодня в порту Понта-дель-Гадо, столице острова Сан-Мигел, бросают якорь современные пассажирские лайнеры. Азорские острова принадлежат Португалии, а Португалия входит в Евросоюз. Благодаря дотациям из Брюсселя архипелаг меняется на глазах. Заброшенные острова превращаются в туристический рай. Первооткрыватель острова Сан-Мигел, моряк Гонсало Вела Кабрай, будто с удивлением взирает со своего постамента на площадь, носящую его имя. Старинные трехарочные ворота приглашают в старый город. Справа вырастает колокольня Игрежа Матриш. Рядом стоит ратуша. Портовая набережная тянется вдоль величественной колоннады. Маленькие рыбацкие лодки в старом порту пришвартованы в тени стен крепости Сао-Брас, которая в свое время сыграла решающую роль в защите города от пиратов. Самый большой храм на Азорских островах — церковь Святого Иосифа, францисканский монастырь с характерным геометрическим фасадом. Католическая церковь обозначила свое влияние вскоре после открытия островов и авторитетна на архипелаге по сей день. Особым почитанием окружена мать Тереза да Аннунциата, покровительница монастыря Кларисок. Храм украшен прекрасными азулежос, типичными для Португалии керамическими изразцами. Величественный главный алтарь построен во времена Золотого века, когда Португалия была могучей морской державой. В Понта-дель-Гадо около 65 тысяч жителей. На всем Сан-Мигел проживает 130 тысяч, половина населения Азорских островов. Центр старого города обозначен башней церкви Святого Себастьяна. Фасад может служить образцом архитектурных стилей, которые на протяжении столетий преобладали на островах.
Мы найдем здесь элементы поздней готики, ренессанса и пышного барокко. Белый известняк привезен с континента. Перед храмом разместилось уютное уличное кафе, ароматный кофе, приятная беседа. Маленькие радости, без которых жизнь была бы не столь хороша. Настоящий рок изобилия – все, что производят окрестные сады, огороды и плантации, плюс продукты на заказ, привезенные с континента. Климат архипелага благоприятствует произрастанию картофеля, бананов, ананасов и других самых разных культур. Вот, к примеру, знаменитая красная паприка. Конечно, меню островитян не обходится без свежей рыбы. Ценный деликатес, живущая на глубине эспада. Очередь у лотка выдает то, что еще любят жители острова. Сыры – эта специализация островитян весьма ценится их земляками на континенте. Не менявшийся веками простой стиль жизни рыбаков и скотоводов не находит сегодня отклика у молодых, ищущих развлечений островитян. Они любят проводить время в своем кругу, в пабе, на малу, в новом порту. Веселье длится до поздней ночи. Сеньоры уже давно погасили свет и отправились спать. Следующий день встречает нас фронтом туч, лениво наползающих из-за гор. Солнце ждет удобного момента показаться. Южное побережье. За столицей острова расстилается холмистый край. Эрозия тысячелетиями сглаживала здесь острые углы. У края дороги продолжается сбор огненной карминной паприки. На горизонте высится пику Барроса, его вершина скрыта в тумане. За 10 минут из царства света мы попадаем в самую гущу тумана. В просвете показывается часть Лагоа-ду-Фогу, озера в вулканической кальдере, возникшей после извержения в середине XVI века. На обратном пути нам предоставляется возможность открыть еще один вулканический феномен. 50 тысяч лет назад магма заполнила пролив между двумя островами, и Сан-Мигел обрел свои нынешние очертания. Бухта вблизи Калуры. Ее визитная карточка — монастырская церквушка с прекрасным фасадом, украшенным голубыми азулежос. Неожиданно отвесные скалы из черного базальта уступают место прекрасному пляжу с мелким песком. Это первое и далеко не последнее место, где хочется искупаться и позагорать. Над самым длинным и красивым пляжем на Сан-Мигеле стоит отель «Бахия Палас». Любителей пеших прогулок искушают живописные склоны Серра де Агуа де Пау. И очередное маленькое чудо архитектуры. Обязательная тема в каждом путеводителе — часовня XVI века Святой Богородицы Согласия и ее необычная, украшенная изразцами лестница.
Лагоа-Даш-Фурнаш — естественный водоем с пресной водой, которая скопилась внутри кратера. Дыра в земле наполнена кипением. Над бурлящим адским котлом разносится невыносимый запах сероводорода. Кипящая здесь вода вполне пригодилась бы на кухне. В горячем пепле готовится козида — густое жаркое с мясом, картошкой, ямсом и капустой. Пикник в экстремальных условиях. Несколькими километрами дальше лежит городок Фурнаш. Здесь тоже разносится, мягко говоря, неаппетитный запах. Кажется, земная кора здесь так же тонка, как и на берегу Лагоа-Даш-Фурнаш. Землю покрывает кристаллический минеральный осадок, а в горячих ямках непрерывно кипит грязная жижа. Из нескольких котлов жидкость выходит на поверхность. В большом бассейне в парке источников Терра Ностра температура термальной воды комфортные 38 градусов. На заднем плане видна вилла, принадлежавшая когда-то зажиточному плантатору. Бывший владелец тратил, должно быть, немалые средства на содержание прекрасного сада, радующего взоры гостей по сей день. Экзотическая природа окружает нас и по пути на побережье. До небольшой рыбацкой деревушки Рибейра-Кенте еще 10 лет назад можно было добраться только вплавь. Сегодня с внешним миром ее связала дорога, ведущая через тоннель. 5 смотрят, 1 работает. Ночью во время лова найдется работа для каждого. Когда ночной улов распродан, наступает пора отдохнуть в баре. Сюда заходят только мужчины. Главная тема разговоров за рюмочкой — футбол. Здесь не о чем спорить. Островитяне единодушно болеют за клуб «Бенфика» из Лиссабона. Женщины — желанные гости в лучшем городском ресторане. Специализация шеф-повара — дары моря. Сервиола, револиана, эспада и пулво — осьминог, приготовленный в красном вине. Узкая дорога вдоль окраины городка ведет к шикарному месту отдыха, которое содержат Фатима и Жозе Франко. Бунгало расположены идеально, кругом буйная зелень, есть бассейн, из окон открывается вид на Атлантический океан. По дороге на восточный мыс острова много мирадореш, смотровых площадок, с которых открывается захватывающий вид на каменистое побережье.
На восточном краю Сан-Мигел еще один интересный архитектурный акцент. Понте-де-Сете-Аркош пересекает долину реки и ведет к живописному поселению Нордеште. Белые стены, обрамленные черным базальтом, колоритный контраст, привычный для континентальной Португалии. Северная часть острова в основном плоская, лишь берега обрывисты. На побережье стоят маленькие живописные поселки. Вдоль прибрежной дороги расстилается единственная в Европе чайная плантация, последняя из 62, существовавших когда-то на Азорских островах. Вода приводит в движение эти машины более 150 лет. Трущиеся элементы приводят в движение стенки ячеек, высвобождая вещества, необходимые в процессе ферментации. Выращивать чай на Азорах начали в середине XIX века, случайно и по необходимости. Апельсиновые плантации были полностью уничтожены вредителями. На производстве чая в Ша-Гарриана повсюду царят замечательный аромат и ностальгия. Традицию поддерживает уже 5-е поколение. Сеньор Эрмано Мота – один из мастеров. Наша плантация занимает 37 гектаров. Производство осуществляется традиционными методами. Листочки свиваются на прессе. Используют только 3 верхних листочка. Нижние нас не интересуют. Из самых верхних готовится оранж-пико, из средних – пико, из нижних – broken leaf. Ряды чайных кустов расположены на склонах ровно, как по линейке. Для контраста дикая, неосвоенная человеком природа в Кальдера-Велья. Гигантские папоротники образуют балдахин из листьев. В паре десятков шагов нас ожидает небольшой водопад. Пляж Рибейра-Гранде овевает свежий бриз. На море проходят соревнования по серфингу. Волны разбиваются о берег, образуя величественные пенные валы. Стихия не пугает серфингисток. А вот публика наблюдает за ними с безопасного расстояния. Самое трудное в серфинге – встать на доску и поймать равновесие. Камеры спортивных каналов сосредоточены главным образом на тех, кто уже скользит по воде. Теперь надо поймать подходящую волну. Мужчины сегодня остаются в тени спортивных серфингисток. Последнее слабое скольжение за пределами камер. Вне зрительского интереса. В глубине острова, в регионе Сете-Сидадеш, тоже есть на что посмотреть. Куда ни бросишь взгляд, всюду великолепные дикие пейзажи. У наших ног простираются 2 вулканических озера. На первом плане Лагоа-Верде, далее Лагоа-Азул.
Сильный ветер приносит густые тучи. Дорога над пропастью ведет почти на 300 метров вниз, на дно кратера. Другой кратер поменьше наполнен зеленоватой водой. С очередного Мирадору, примерно на середине дороги, виднеется в отдалении городок Сета-Сидадеш. Неподалеку раскинулся могучий кратер. Его окружность составляет 12 километров. Он образовался 20 тысяч лет назад. Дорога идет через каменный мостик. Представительная аллея ведет к порталу церкви Николая Чудотворца. Аллею, ведущую к западному побережью, затеняют буйные кусты гортензии. Этот берег тоже вулканического происхождения. Его выдают торчащие из моря каменные иглы. На черном песке вырос белый поселок Моштейрош. На этом месте, в самой северо-западной точке Сан-Мигел, мы прощаемся с крупнейшим и наиболее часто посещаемым островом Азорского архипелага. Мы летим на самый западный остров, Флориш. До него 600 километров. Уже из аэропорта видна церковь в Санта-Круш, самом крупном городе на острове. 50 километров в длину и 12 в ширину. Церковь была построена в 15 веке. Местные коровы пасутся в окружении прекрасной природы. Производство молока – основа существования местных жителей. Туризм здесь имеет второстепенное значение. Пастбища и наделы, разделенные каменными стенками, которые ограждают их от ветра, напоминают шахматную доску. Дождевая вода собирается в кратере. Здесь нет подземных источников, вся животворная влага проливается из туч. Зимой небесный дар бывает даже чересчур обильным. Берега Лагоа-Раса густо поросли диким имбирем. На противоположной стороне кратера находится еще одно озеро – Лагоа-Фунда. В естественной среде не все эндемические виды растений и птиц удается поддерживать. Благодаря иллюстрациям на этих таблицах мы примерно представляем, где что можно увидеть. Но даже один только вид водопада Лагоа Камприда может компенсировать все затраченные на поход усилия. На дне кальдеры Фунда сверкает прекрасное озеро. В горах дождевая вода собирается в стремительные потоки, которые прокладывают себе дорогу к морю. Потоки сбегают со склонов живописными каскадами. Среди них есть почти настоящие водопады, как, например, текущий с отвесной скалы Фажа-Гранде. Отсюда это чудо природы видно во всем своем великолепии. Половина могучего кратера была затоплена морем, другая образует необычный амфитеатр, сценой которого стал вспененный Атлантический океан. В
В скалистом зрительном зале разместились маленькие домики деревни Фажазинья. Та же величественная панорама, но с другой точки. Дорога вдоль побережья ведет через великолепный мост Байшо. На краю дороги вырастает Муиньо, старинная мельница, вотчина вот этой дамы. Вода приводит в движение колеса мельницы. Здесь перемалывают зерна кукурузы. Столетний деревянный механизм действует безупречно. Специальным рычагом даже можно регулировать грубость помола. Початки кукурузы сушатся перед домом на деревянных конструкциях. Постройки вдоль проселочной дороги стоят довольно тесно, для машин места немного. Некоторые дома недавно отремонтированы, и теперь их сдают отдыхающим. Отсюда до Америки 3380 километров. Скалистый островок Моншике – самый западный уголок Европы. Неподалеку от деревни находится живописный водопад. Струи воды пробивают себе путь через твердые черные скалы к пруду. В середине лета, в июле и августе, температура воды идеальна для купания. Неполные 5 минут езды на машине отделяют наш бассейн от украшенных каменных домов местечка Алдея-да-Куада. Оставленные жителями дома были тщательно отреставрированы, и покинутая деревня превратилась в уникальный в своем роде центр отдыха. Коровы перед домом – картина столь же привычная, как и пикантный сыр на тарелке во время ужина. И еще красное вино, оттенки которого могут соперничать с цветом неба в момент, когда заходящее солнце тонет в Атлантическом океане. Необычная цветовая палитра встречает нас и на следующее утро. Типичный ландшафт Флориша — это луга, расцветающие десятками ярких красок.
Внимание приезжих привлекает вот такой геологический курьез – Роча душ Бардоэш. Тридцатиметровая отвесная скала с необычной стенкой, вырезанной природой в базальте. На южной оконечности острова единственная туристическая достопримечательность – церковь Влажеш-даш-Флориш. Не считая популярного бара у волнореза. Путешествие вдоль восточного побережья приносит массу впечатлений. Тут и там старые мельницы, и везде цветы, море цветов. Именно им остров обязан своим названием – Флориш. На северо-восточной оконечности острова мы простимся с землей цветов. В этой части, к сожалению, цветов осталось немного. Когда-то здесь были леса, но островитяне выкорчевали их, чтобы освободить землю под пастбище. Вид на Корво, самый маленький из островов архипелага, немного развлекает взор. В центральной части архипелага собралось вместе целых 5 островов. Первым из них мы посетим Терсейру. Столица расположилась в тени могучих стен крепости Святого Себастьяна. Она была построена в XVI веке для обороны от непрошенных гостей, а сегодня в ней размещается элегантный отель. Со стены открывается вид на залив и порт, названный героическим именем Ангра-ду-Эроизму. Там, где бросали якорь старинные галеоны, сегодня пришвартовываются яхты отдыхающих. Одна хорошо, а две лучше. Видимо, так решили поселенцы и построили еще одну крепость — святого Иоанна Крестителя на склоне Монте-Бразиль. Вооруженная до зубов Ангра цвела, не зная бед. В память о золотых временах остались великолепные здания в стиле Ренессанс и барокко. Благодаря постройкам город был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектурный и цветовой контрапункт создают голубые башенки церкви Мизерикордия XVIII века. Над порталом выделяется королевский герб. Старый город пересекают узкие улочки, усеянные маленькими кафе и магазинами. За углом показывается Империу, вновь отреставрированная часовня во имя Святой Троицы. Раз в году здесь проходит особая церемония угощения бедных. Неподалеку возвышается величественная дворцовая резиденция богатейшей городской семьи Дос Ремедиос. В одной из боковых улочек за незаметным фасадом скрывается жемчужина сакральной архитектуры — церквушка монастыря Кларисок. Ее интерьер украшен замечательными азулежес и деревянными барельефами, которые были покрыты золотом более 300 лет назад. Хоры отделены от главного нефа большой овальной решеткой.
Монахи не могли участвовать в богослужениях, лишь стоя за решеткой, вдали от алтаря. На Руа-ди-Рейта сосредоточена жизнь 35-тысячного города. Действительно трудно придумать более стильные декорации для повседневных покупок. Улица доходит до главной площади старого города. Именно на ней перед городской ратушей проходят все торжества, ярмарки и традиционные соревнования быков. Ста метрами далее эффектный портал обозначает вход во дворец губернатора. Его построили иезуиты. В середине XVIII века они были вынуждены покинуть остров, а их резиденцию занял представитель португальской короны. Напротив дворца раскинулся Жардин Дюк де Терсейра, городской парк, потрясающий богатством растительного мира. Главная дорога для автомобилистов — Руа-де-Се. Машин немного, но даже здесь образуются пробки. Тротуары вымощены столетней брусчаткой, которая особенно эффектно смотрится по вечерам при свете фонарей. В сумерках улочки заполняются толпами гуляющих. Проголодавшиеся туристы отправляются на поиски ресторанов. Несколько достойных мест мы найдем в районе порта. Местная кухня не особенно изысканна. Жители острова, не смущаясь, смешивают в одном блюде ананасы и колбасу. К счастью, в Катаплане шеф-повар составляет меню на вкус гостей. Здесь преобладают овощи и дары моря. Полный впечатлений день мы заканчиваем прогулкой по порту при свете луны. Слаборазвитая туристическая сеть получила свой первый отель совершенно случайно. Терсейра Мар не заставляет желать лучшего, особенно с точки зрения расположения и видов. Оттуда, как на ладони, виден старинный форт святого Иоанна Крестителя. Мы отправляемся вдоль южного побережья третьего по величине острова архипелага. Терсейра означает по-португальски «третий». Типичный сельский пейзаж, пастбища, разделенные маленькими стенками на участки. Земля здесь в цене, освоен почти каждый квадратный метр суши. На лугах пасется 50 тысяч голов скота. Это намного больше, чем количество жителей. Высокие стенки защищают от ветра и задерживают тепло для виноградной лозы. Определение «виноградник» здесь не подходит, это скорее винные сады. В сентябре виноград созревает, и его начинают собирать. Потом из него делают столовое вино, которое пользуется большой популярностью. На сборе винограда работают целыми семьями. Сапоги маленького Педро с успехом заменяют пресс. Сусло попадает в жестяные банки. Из моря выныривают характерные силуэты Ильеуш-Даш-Кабраш. Ради этих видов стоит выбрать дорогу, идущую серпантином вдоль побережья. С автострады в глубине острова не увидеть таких картин. Однако дорога тут не самая плохая.
Первые дома Кабо-да-Прайя, небольшого поселения, лежащего на восточном побережье. Единственный песчаный пляж на острове. Пляж получил название близлежащего поселения Прайя-да-Витория, второго по величине города на Терсейре. На представительной площади Франсишку Арнелаш да Камара стоит ратуша, построенная в типичном для северной части континентальной Португалии стиле. По вековой брусчатке, уложенной в правильные узоры, шествуют посетители магазинов и кафе. Атмосфера напоминает средиземноморские курорты. Вдали от туристического оазиса на севере острова течет спокойная деревенская жизнь. О купании нет и речи. Огромные волны с гулом разбиваются о скалы Баия-даш-Кватра-Рибейраш. Узкая дорога круто поднимается вверх, к выступающему краю обрыва. Небольшая каменная стенка защищает от порывов ветра. Лава застыла в удивительных формах. Бурное море сглаживает твердые черные скалы. Дикий пейзаж разнообразит красочные домики, рассеянные по окрестным деревням. Маош-посташ, форма печных труб, напоминает молитвенно сложенные руки. После каждого лова рыбаки из Бишкойтуш вытягивают свои лодки далеко на сушу. Если оставить лодки на берегу, их наверняка унесет. Волны с оглушающим ревом врываются в естественные бассейны в лабиринте прибрежных скал. Бетонные плиты заменяют пляж. Купание в этом месте потребует немалой отваги, не говоря уже о таких прыжках. В 6 километрах вглубь острова на краю леса лежит черное озеро Лагоа-до-Негру. Темное обрамление образуют вулканические скалы. Озеро образовалось между двумя кратерами. Уровень воды в нем поднимается или падает в зависимости от количества осадков. Вулканическое происхождение острова заметно на каждом шагу. Некоторые выбросы лавы еще совсем молоды, а другие уже отшлифованы эрозией. Тут и там из расщелин поднимается дым. Характерный запах серы встречает нас и здесь, над Фурнаш-до-Эншофре.
На горизонте виден овальный силуэт огромной кальдеры. Дорога доведет нас до кратера. Альгар-до-Карвао – подземные пещеры, взятые под охрану в геологическом заповеднике. Лава, застывая, формирует необычные сталактиты и сталагмиты, скользкие наросты, сверкающие фестоны и подземные гроты. Чудное произведение природы возникло в адском котле при экстремальной температуре и давлении, при котором плавятся даже самые твердые скалы. Одно из наиболее зрелищных воспоминаний о древней истории Азорских островов. Солнечный свет и густой мох указывают путь на поверхность Земли. Up here, it's where you can see the chimney from the volcano. Наш проводник Мария, геолог по образованию, рассказывает, что во время извержения половина горы в буквальном смысле слова взорвалась. Это хорошо видно на аэрофотоснимке. Желтая точка указывает выход из грота. Строение грота представляет схематичный разрез. So from this part here, you only can see the chimney from the volcano, from the outside, of course. На высокогорных лугах пасутся молодые бычки. Сейчас они спокойны и довольны жизнью, но если их разозлить, превращаются в диких бестий. Соревнование быков на улицах – развлечение с 5-вековой традицией. Участники-любители подражают тореадорам. Чем больше дерзости, тем громче аплодисменты публики. Длинные веревки – чисто символическое ограждение. От разъяренного быка могут спасти только быстрота и ловкость спринтера. В неполных 5 километрах от столичного Ангра-ду-Эроизмо на южном побережье находится сельский городок Сан-Матеуш-да-Кальета, кратко Сан-Матеуш. После того, как рыбаки возвращаются и разбираются с уловом, в старом порту воцаряется блаженная тишина. Еще один опоздавший. Старые, но ухоженные лодки пестрят ярко-красным цветом. Раньше для того, чтобы вывести их в открытое море, требовалось усилие 6 человек на веслах. Сегодня ручную силу заменяет дизельный мотор. Как и на других островах архипелага, на Терсейре удобнее всего нанять машину для осмотра.
Здесь сложно заблудиться или ошибиться дорогой. На таком маленьком островке не нужна даже карта. Очередное утро и очередное путешествие. На этот раз мы отправляемся на восток. Нас сопровождают привычные декорации. С одной стороны море, с другой — горы. Площадь в деревушке Синку-Рибейраш приветствует нас бело-голубыми домиками. Лестница ведет к Империу, очередной часовне во имя Святой Троицы, каких много на Азорских островах. Идеальное место для отдыха и размышлений. И для созерцания прекрасных видов, разумеется. Это один из немногих естественных бассейнов, купание в котором не напоминает борьбу за существование. Но и здесь, когда волны высокие, лучше не входить в воду. На пляже пусто, на дороге толчья. Дюжина коров из более чем 50 тысяч живущих на острове. По капле из клюва каменной утки наполняется колодец на плечах могучего атланта. Этот прекрасный водоем украшает собой небольшую площадь. Жители устраивают тут семейные пикники. Через несколько километров вновь чудесное побережье. Волшебная игра света и тени. На северо-западной оконечности острова находится одна из лучших смотровых площадок. Отсюда все Азоры выглядят как на открытке. Деревенские виды и дикие пейзажи полны гармонии, но за этой идиллией кроется трагическое прошлое. Вулканическая стихия и нищета склонили сотни тысяч островитян к эмиграции, главным образом в США. Сегодня уехавшие и их сыновья помогают деньгами тем, кто остался. Некоторые на склоне лет решились вернуться в лоно отчизны. Они хотят закончить здесь свои дни. 4 из этих 5 сеньоров полжизни прожили в Америке. У тех, кто вернулся, хватает сил построить новый дом. Обычно на такие дома вешают 2 флага – родной и американский. Благодаря вновь прибывшим и дотациям из Брюсселя на острове наступили времена стабильности и умеренного достатка. Надежду на лучшее будущее дает развивающийся туризм. А пока суд до дела, основой здешнего уклада все еще остается сельское хозяйство. Крестьянские традиции и консерватизм весьма сильны. Традиция. Ее символами могли бы служить деревенская церквушка и стадо коров на пастбище. Величина аэропорта на островке Сан-Жорже пропорциональна его скромной площади. Немного дальше, в деревушке Велаш, нас ждет арендованная машина. Единственный большой отель — Сан-Жорже-отель, но и он пустует. Бассейн и прекрасные виды почти для нас одних. Следующее утро встречает нас дождем. Погода в центре Атлантического океана меняется быстрее, чем прогнозы синоптиков. Не верится, что еще вчера вечером было все прекрасно.
Вершина вулкана на соседнем острове спряталась за тучами. Производство молока и сыров – специализация островитян, поэтому если предоставляется возможность осмотреть традиционную сыроварню, то надо ею воспользоваться. В Байши такая сыроварня действует 70 лет. Качество продукции контролирует специальная организация. Сыр – единственный экспортируемый товар. Немного неожиданная встреча посреди дороги. На этот раз коровы испугались больше, чем водитель. За живой изгородью из гортензий царит идиллическое спокойствие. С высоты птичьего полета видно, как сформировано северное побережье. Суша обрывается в море неожиданной крутизной, но скалы не погружаются в волны, а переходят в плоские мысы, покрытые гравием, так называемые фажос. На такие побережья поселенцам легче было высаживаться. Специфический микроклимат сделал возможным разведение таких требовательных растений, как табак, кофе и бананы. Поселенцы, в большинстве своем фламандцы, строили свои хозяйства прямо на берегу моря, на Фажос. Но штормы и землетрясения давали о себе знать. Со временем Фажос опустели. Спустя несколько веков жизнь вернулась сюда благодаря туристам. Прекрасные гортензии. Пик их цветения приходится на июль и август. Они образуют ровный ряд на дороге к Фажа-душ-Кубреш. Здешний ландшафт потребовал от строителей дороги немалой изобретательности. Дорога вьется немилосердно. Ориентиром служит маленькое озерцо на побережье. Из дождя и тумана, подобно привидению, выныривает одинокий пастух. В такой экипировке ему не страшны капризы погоды. Жаловаться не на что. Южное побережье Сан-Жоржи приветствует нас солнцем. Неожиданная перемена погоды, учитывая, что островок всего 50 километров в длину и 8 в ширину. У наших ног простирается Фажа де Сао-Жоау. Узкая дорога становится еще более узкой при въезде в городок. Это уже настоящее игольное ушко. Дома вокруг часовни Сао-Жоао стоят тесно, один рядом с другим. Здесь невозможно потеряться. Затор на деревенской дороге происходит не чаще раза в неделю. Можно ехать дальше. Мирадору означает, что здесь есть нечто удивительное, стоящее внимания. Этим нечто оказывается величественный вулкан Пику на одноименном острове по соседству. На краю дороги тоже своего рода достопримечательность.
Драцена в естественной среде обитания встречается крайне редко, всего в нескольких уголках на Земле. Красивые виды сопутствуют нам и во время путешествия вдоль южного побережья. Не подводит и погода. Извержение вулкана в 1808 году полностью уничтожило деревню Урселина. Сохранилась одна лишь церковная башня. Уставших путников ждут придорожные бары с великолепным видом на море. Здесь бурные волны тоже не вызывают желания искупаться, но смотреть можно сколько душе угодно. Под вековыми араукариями укрылась церквушка. Церковь Святой Варвары считается прекраснейшим строением на Сан-Жорже. Темно-красные украшения контрастируют с белеными известью стенами. Неподалеку мы находим развалины стен бывшей крепости, построенные для обороны от пиратов. Достигающие почти 1000 метров в высоту горные хребты обычно скрываются в тучах. Более заметна красота холмов, мягко нисходящих к восточному побережью. В самом выгодном ракурсе предстает перед нами Морро-Гранде. Лучи солнца окрашивают изумительными цветами поля и луга. Мать природа сегодня охотно позирует фотографам. Мы торопимся до захода солнца запечатлеть пейзаж Сете-Фонтеш. Ветер усиливается, погода капризничает. У дороги мимолетная картинка в память о тех, кого нищета погнала за океан. Получилось, мы успели до перемены погоды. Сан-Жорже лежит у наших ног во всей своей красе. Последние лучи заходящего солнца освещают соседний остров с его характерным силуэтом. Наш новый знакомый, Фелипе, занят больше земными делами, чем созерцанием пейзажа. Прежде чем отправляться на очередной лов, надо привести в порядок сети. Городок Велаш можно пересечь вдоль и поперек меньше, чем за час. В нем, конечно, не может не быть империу, то есть традиционной часовенки. Есть и миниатюрный парк, где каждое воскресенье выступают местные музыканты. Пальмы и цветы радуют взор прохожих на площади Республики.
Она окружена стильными домами с красивыми фасадами и балконами. Со старинной застройкой контрастирует современное здание культурного центра. Портовым воротам 200 лет. Раньше они были частью городской стены, которая более или менее успешно охраняла город от пиратских нападений. К молу пристает паром, один из тех, что обеспечивает связь с другими островами архипелага. Канаты втянуты, велаж отдаляется. Последний взгляд на Сан-Жорже. Судно плывет на юг, на остров Пику. Его остроконечный символ указывает курс. Мы причаливаем в маленьком порту Сан-Роке на безопасном расстоянии от острых вулканических скал. Северное побережье не может предложить туристам что-то особенно интересное. Его визитная карточка — памятник Энрике Мореплавателю, португальскому принцу, который создал колониальную империю. Что интересно, несмотря на свое прозвище, принц ни разу не ходил на корабле. Остров встречает нас поразительным шоу в небесах. Над побережьем протянулась голубая полоса, ровно как ножницами отрезанная от дождевых облаков. Тучи полностью затянули небо над гористой местностью. Там холодно и идет дождь. Неожиданно в просвете между тучами показывается фантастическая радуга. Вокруг почти альпийский пейзаж. Мы вдруг оказались на высоте 800 метров. Пику, который во многих путеводителях назван красивейшим из Азорских островов, насчитывает в ширину едва ли 20 километров. Мы едем по тенистой аллее вдоль южного побережья. Вид, открывающийся перед нами, напоминает Средиземноморье. Шахматная клетка красных крыш — это особенности Санта-Круж, живописной рыбацкой деревушки. С западной стороны, за покрывалом из туч, прячется прославленный вулкан Пику. Сейчас перед нами территория, взятая под охрану в рамках заповедника Монтанья да Илья до Пику. На юго-восточном побережье лежит Лажеш до Пику, маленькая деревушка, которую можно пройти вдоль и поперек за несколько минут. Церквушка, несколько узких улочек и пара баров, оккупированных футбольными болельщиками. Островитяне, по мнению их соотечественников с континента, болельщики заядлые. Во время футбольных матчей перед телевизорами собираются толпы народа. Столь же высоким рейтингом могут похвастаться разве что прогнозы погоды. На Азорах она меняется так же часто, как и ситуация на футбольном поле. На краю деревни возвышается одинокая смотровая башня. На протяжении более 100 лет с нее высматривали китов.
До 80-х годов минувшего века китобойный промысел был важной частью экономики Азорских островов. В 1980-е годы охоту на китов запретили. Однако профессиональный наблюдатель Франсишку Баретто не расстается с биноклем. Теперь он высматривает китов для фирм, организующих туристические рейсы. На архивных снимках видны наиболее зрелищные минуты жизни китов. Гигантские фонтаны воды из дыхала или взмахи хвостом весом в несколько тонн. Главным человеком на судне был тот, кто метал гарпун. Прежде чем многотонный гигант попадал на сушу, рыбакам надо было выдержать смертельный поединок, который не всегда заканчивался их победой. История китобойного промысла на Азорах представлена в музее Влажеш. Огромная прямоугольная голова кашалота с массивной челюстью делает его похожим на грозное чудовище, каковым он действительно является. Кашалот — хищник. Он охотится на огромных кальмаров, осьминогов, рыб и акул. Галерея снимков представляет изборожденные морщинами лица рыбаков. Для своего промысла китобои использовали характерные суда с треугольными парусами. Их конструкция позволяла подкрасться к киту быстро и тихо. В витринах собраны украшения из китовой кости и зубов. Любимым мотивом здесь всегда были сцены охоты на этих животных. Те времена уже канули в прошлое. Сегодня на набережной собираются те, кто хочет лишь посмотреть на китов, а не охотиться на них. Биолог Джоанна проводит туристические группы по китовым маршрутам. Перед рейсом она всегда делает краткое введение для участников. Где живут крупные млекопитающие, каковы их обычаи, как можно к ним подплыть. Джоанна инструктирует своих подопечных и с точки зрения правил безопасности, которые необходимо соблюдать во время экскурсии. С морем шутки плохи. Судно не отчалит до тех пор, пока все не наденут спасательные жилеты. Наш корабль «Эспаса Талласа» был пионером туристических рейсов по следам китов. В Лажеш он действует с 1991 года, выдерживая серьезную конкуренцию. Теоретически сейчас вероятность встретиться со стихией очень велика. Мы чувствуем силу океана сразу после выхода за мол. Качает не на шутку. Наблюдатель со своей башни на берегу сообщает кораблю курс по радио, но вместо китов мы встречаем лишь дельфинов. Фотографировать с качающейся палубы нелегко, тем более что высокие волны всякий раз заслоняют интересующий нас объект. Наш проводник компенсирует неудавшиеся снимки красочным рассказом об обычаях морских животных, как они общаются друг с другом, как борются и создают семьи. Есть и отдельный рассказ о танце на волнах, в этом контексте напоминающий о Майкле Джексоне. К сожалению, океанские звезды не склонны появляться. Однако самые терпеливые наблюдатели не теряют надежды и держат наготове свои камеры. Наверное, сегодня вживую кадры из фильма мы не увидим. Ожидание напрасно. Приходится смириться с провалом экскурсии. В конце концов, это не зоопарк, а открытый океан. Словно в утешении, за бортом появляются симпатичные пятнистые дельфины.
Для них плавание на перегонки с кораблем – игра, а для нас они – утешение, ведь дельфины тоже китообразные. Такое милое соседство помогает забыть о первоначальной цели экскурсии. Прощальный маневр. Пора возвращаться в порт. Любимый напиток островитян – вино из винограда, растущего на плодородных вулканических почвах на западных склонах. Здесь посадки тоже заслонены от порывов ветра высокими каменными стенами. Как и пастбища, виноградники поделены на маленькие участки, образующие живописную шахматную клетку на полого спускающихся к морю склонах Пику. Его вершина, 2351 метр, прячется в белом покрывале облаков. Пику – фактически самая высокая точка Португалии, хотя от континента вершину отделяют сотни миль. История возникновения виноделия на склонах горы относится ко временам первых поселенцев. В конце XV века они выкорчевали деревья, очищая землю. Один из участков был отведен для посадок лозы, которую привез с континента монах-францисканец отец Педро Гиганте. Лоза отлично принялась и в течение последующих 400 лет приносила сотни литров великолепного напитка, нашедшего поклонников и на континенте. Нашествие филоксеры и грибков положило конец винодельческому бизнесу. Спустя много лет плантации удалось восстановить, и вино на Азорских островах вновь течет рекой. Однако по сравнению с континентальным оно уже утратило свое превосходство. Жозе и его соседи нашли практическое решение проблемы. Они возделывают и собирают виноград сообща и тем же составом потребляют плоды своего труда. Инструментам и бочкам более 100 лет, но Жозе на них не жалуется. Дедовское наследие исправно служит до сих пор. Этой осенью понадобятся все бочки, сезон выдался весьма урожайным. Электрический пресс, который купили в складчину, одно из немногочисленных относительно современных приобретений для виноградника. Ужасный атлантический климат немилосерден к фасадам, дверям и окнам старых домов. Чтобы они выглядели достойно, их надо постоянно перекрашивать. В маленькие деревушки постепенно приходит цивилизация. Вместе с туристами и теми, кто покупает здесь дома для отдыха, появляются строительные бригады. Они тянут кабели, прокладывают водопроводные и канализационные трубы. Почти сразу за дверями дома волны Атлантики демонстрируют свою мощь. Даже в закрытых от ветра заливах плавание – экстремальный вид спорта. Безопаснее передвигаться по твердой земле. Вблизи порта Качорро тропинка вьется среди фантастических каменных образований. Каменные формы – память об извержении Пику в первой половине XVIII века. Проход по краю пропасти, не огороженный барьером, заставляет сердце биться чаще. Награда за смелость – потрясающий вид в конце путешествия. Необузданная природа во всем своем великолепии. Западная оконечность острова обозначена несколькими острыми скалами. Отсюда уже виден соседний остров Фаял. На западном мысе расположен самый крупный город на Пику – Мадалена-до-Пику. К молу пристают паромы, обеспечивающие связь с миром. Самая радостная встреча после долгого расставания. Другие приветствия уже не столь душевны.
неожиданный сюрприз. Мы садимся на паром. Перед нами Фаял, 5-й по величине остров Азорского архипелага. За бортом из моря торчат 2 скалы, настолько характерные, что им дали прозвища Дейтаго — лежачая и Эмпе — стоячая. Бастионы в порту Орта должны были отпугивать потенциальных агрессоров своим внушительным видом. Между массивными укреплениями в соседних бухтах выросли элегантные виллы, таверны и часовни. На холме возвышается здание морской обсерватории, построенное принцем Монако. В закрытом заливе Порто-Пим в 1757 году пришвартовался легендарный английский первооткрыватель Джеймс Кук. За 300 лет до этого здесь поселились фламандские эмигранты. В последующие века остров испытывал влияние португальцев, различных пиратов без роду и племени, испанцев и, наконец, англичан под предводительством сэра Вальтера Раллия, фаворита Елизаветы I. Со временем городок разросся, и его постройки потянулись за стены вплоть до песчаного побережья. Кстати, это одно из немногих пригодных для купания мест на острове. Самая широкая панорама открывается с Монте-да-Гуйя. У подножия лежит Орта и ее акватория. Здесь швартовались и до сих пор швартуются десятки яхт, пересекающих Атлантику. Орта становится для моряков удобным пристанищем в путешествии через бескрайний океан между Европой и Америкой. Экипажи кораблей под разными флагами, сходя на сушу, придают Орте космополитический вид. Каждая команда имеет право оставить память о своем визите в виде надписи на стене. Моряки встречаются в легендарной таверне «Петерс Кафе Спорт». Начиная с открытия в 1918 году, в ней подкреплялись китобои, матросы с трансатлантических лайнеров, команды, клавшие телефонный кабель по дну океана, рыбаки и агенты иностранных разведок. А сегодня, главным образом, туристы, жаждущие атмосферы больших приключений. По сей день тут звучат десятки языков. Карта на стене помнит времена, когда Орта была важным международным телекоммуникационным узлом. Именно здесь погружались на дно океана телеграфные кабели, которые тянулись до мыса Горн в Тихом океане. Подкрепившись, морские волки делятся впечатлениями. Опасные вихри, волны высотой в несколько этажей. С каждым стаканом рассказы становятся все более невероятными. Когда речь заходит о сиренах, самое время возвращаться в гостиницу. На рассвете рыбаки уже в открытом море, а в порту работа идет полным ходом. Все необходимое попадает на остров морским путем, прямо в этот порт. В 30-х годах 20 века Орта была необходимой остановкой и для авиатранспорта. Здесь приземлялись, чтобы пополнить бак, гидросамолеты компаний «Люфтганза» и «Пан Американ». Роль транзитного пункта пошла городку на пользу, что видно по великолепным фасадам. Одно из самых красивых зданий — гостиничный комплекс «Пусада» на Орта Санта-Круш, встроенный в крепостные сооружения над акваторией порта.
В ближайших окрестностях собраны все туристические достопримечательности городка. Паром до Мадалены. Новая терраса «Кафе Спорт» — прекрасный наблюдательный пункт. Погода сегодня милостива, и даже вершина Пику видна во всем своем великолепии. Вулканы подчеркивают свое присутствие на Файале. Сразу же за Ортой простирается кальдера до Инферно. Море заполнило двойной кратер. Через несколько километров на южном побережье мы видим Морро де Кастелло Бранко. Это тоже кратер, точнее то, что от него осталось. Половина вершины откололась и погрузилась в море. Мы отправляемся вглубь острова, к кальдере Кабеса Горда. Дорога к вершине заросла кедрами и можжевельником. Это один из немногих уцелевших участков девственного леса. Небо вновь затянуто тучами. Вершина исчезла из поля зрения. Пожалуй, обещанного путеводителем восхитительного вида внутренности вулкана мы не дождемся. В довершении всего сошел густой туман. Даже яркие гортензии пропадают в дымке. На высоте 1000 метров, в 2 шагах от пропасти кратера, видно совсем плохо. Даже информационный указатель в тумане. Однако между тучами и землей виднеется узкий просвет. В него пробилось несколько солнечных лучей, осветивших озеро на дне кальдеры. Тучи открывают очередные фрагменты отвесных скалистых стен. Глубина кратера около 400 метров, диаметр 2 километра. Специально обозначенная дорога огибает вулкан и ведет на другую сторону острова. Вокруг луга и рощи. Уже через 15 минут езды за окном показывается северное побережье. Гористая часть острова тоже интенсивно используется в сельском хозяйстве. Сетка лугов и наделов покрывает Байя да Рибейра даш Кабраш до края черных скал. Волны Атлантического океана, преодолевшие без препятствий сотни миль, с грохотом разбиваются о первую встреченную ими преграду. Купание опять не получится. Вместо этого пикник у костра. Гриль под открытым небом весьма популярен у островитян. За этим занятием они охотнее всего проводят время в кругу родных и друзей. Мужчины с холодным оружием, женщины с хлебом. Разделение ролей не подлежит дискуссии. Север Файала мало заселен.
Землетрясение 1998 года и более раннее извержение вулкана оставили здесь разрушения, которые заметны и по сей день. «40 лет назад другой катаклизм опустошил большую часть западного побережья. Извержение вулкана превратило Капелиньос в бесплодную пустыню, готовые декорации для снятого вскоре после этого фильма о ядерной катастрофе. Из серо-коричневой пыли торчит, подобно указательному пальцу, старый маяк. Лава покрыла асфальтированную набережную. Со стороны воды ясно видна толщина самого молодого слоя вулканического камня. Извержение прошло несколько фаз. Оно продолжалось с перерывами более года. В результате Фаял получил 2 квадратных километра площади, но вскоре море отобрало большую часть новой суши. На протяжении года веяло грозой. Когда земля остыла, лунный пейзаж стал очередной туристической достопримечательностью. Фотоснимки и документальные фильмы о катастрофе собраны в архив, футуристическое здание которого прекрасно вписывается в пейзаж. Опустевший бесплодный мыс Капелиньос — подходящее место для завершения путешествия по 6 главным островам архипелага. По островам, возникшим среди океана и формировавшимся миллионы лет невообразимыми силами Земли. Расположение Азорского архипелага между Старым и Новым Светом было для островитян и проклятием, и благословением. С одной стороны, они стали объектом соперничества морских держав, с другой — важным транзитным пунктом. Сегодня Азоры — это популярное у туристов место отдыха. Приезжих восхищают необыкновенные пейзажи, богатая растительность и гостеприимство местных жителей. Островитяне излучают спокойствие и доброжелательность, и это особенно приятно далеко в океане, среди суровых условий и буйства стихий, которые не особенно церемонятся с кусочком суши по имени Азорские острова.